Так, отлично, друзья. Начинаем наш стрим сегодняшний. Сегодня у нас будет много разных интересных вещей. Вернее, немного, но вещи будут интересные. Я буду читать ваши комментарии. Я надеюсь, что все получится. И мы сегодня с вами будем говорить про глаголы движения. Вернее, не говорить, а мы будем их практиковать. У нас будет чисто практический развлекательный урок. Вначале я хочу вас спросить, пожалуйста, напишите, хорошо ли меня слышно и хорошо ли меня видно. Хорошо? Это будет очень важно. Так. Если все хорошо, то мы тогда сразу же начнем. Микрофон, все остальное. Так, пишут, что все хорошо. О, привет. Клево слышно. Отлично. Прибавить громкость микрофона. Ну, громкость микрофона регулируется автоматически. Я просто поставлю микрофон прямо вот сюда передо мной. Я думаю, что так вам будет меня лучше слышно. Ну что ж, если все хорошо, тогда давайте начинать. Сегодня, как я уже говорил, у нас будет тема глаголы движения. И сначала я вам кое-что покажу, и мы попрактикуем глаголы движения. А после этого у нас останется время, и вы сможете мне задать ваши вопросы, которые у вас, наверное, есть. Вот. Но я напоминаю, это не грамматическое видео, не видео по грамматике. У меня есть видео, которые относятся к грамматике, вы можете их посмотреть, но здесь мы будем именно практиковать. Хорошо. Так, давайте тогда попробуем включить второй экран, и вы сейчас увидите то, что я вам хочу показать. Так, вот здесь вы видели статистику, а теперь мы с вами видим вот такую вот картинку. Такая вот картинка. Я буду делать эту картинку больше и меньше. Больше и меньше. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть на этой картинке. Так, а я возьму еще один ноутбук и буду смотреть ваши комментарии. Буду читать, что вы пишете. Так. Смотрите, друзья, я нашел эту прекрасную картинку, где есть несколько разных маршрутов. Да, вы видите, здесь в центре этой картинки горы. Вот, посмотрите, горы, водопад, пещера, ущелье, даже старый дом какой-то, и на вершине находится обсерватория. Вот сюда мы хотим пойти. Мы хотим с вами пойти в горы. Окей? Это наша сегодняшняя задача. Дойти до гор, погулять там и вернуться обратно. Но есть множество разных маршрутов, как мы можем дойти до этих гор. Ну, например, есть вот такой вот маршрут. Да, вот это будет наш первый маршрут. Мы пойдем из точки 1 и через разные препятствия, через разные какие-то объекты мы будем проходить и дойдем до гор. Окей? Вообще здесь несколько маршрутов, но я думаю, что сегодня мы, наверное, пройдем по первому маршруту. Может быть, мы сможем пройти по второму маршруту тоже.
Здесь есть второй маршрут. Там находятся разные другие объекты интересные. Вот, и мы будем практиковать глаголы движения. Да, я сделаю сейчас чуть побольше. Давайте вот первый наш маршрут с вами. Проверю, что все хорошо видно. Настройка, настройка, настройка. Ну, в целом, да, так более-менее хорошо. Так вот, на наш первый маршрут мы будем с вами идти, и мы будем использовать глаголы движения в настоящем времени. Причем в двух формах. Давайте сразу начнем. Я думаю, что вам будет понятно. Вы будете писать, хорошо? Я буду вас спрашивать, а вы будете отвечать и будете писать в чат. И я буду смотреть в чат. Чат у меня здесь. Поэтому я иногда буду делать вот так. Это значит, я читаю ваши сообщения. Хорошо? Вот, давайте начнем. Итак, наш маршрут, первая точка. Мы находимся сейчас здесь. Так, я только не знаю, вам видно мой курсор или вам не видно мой курсор? Ага, вам видно мой курсор. Отлично. Тогда мы начинаем отсюда. Итак, значит, давайте сначала начнем с «я». Я хочу что-то сделать, и я делаю. Я хочу пойти в горы, я иду в горы. Окей? Такие две формы у нас будут. Итак, в начале первый вопрос к вам. Мы находимся здесь. Куда я иду сначала? А вы, пожалуйста, пишите ваши ответы. Так. Куда мы идем сначала? Вот, отлично. Первые ответы в музей. Да. Все верно. Сначала мы идем в музей. Значит, что нам нужно сделать? Я хочу пойти в музей. Да, я хочу пойти в музей. Итак, что я делаю? Вот. Топ, 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 топ. Я в музей. Ваши варианты. Так, я иду в музей, пишет Light Perfect. Хорошо, я иду мимо музея. Мы выходим в сторону музея. Иду. Да, все верно. Я иду в музей. Все просто. Я иду в музей. Я подошел к музею, и теперь я хочу что сделать? Посмотрите, вот здесь маршрут. Что я делаю? Так, первые варианты. Захожу. Фос, да, верно. Можно сказать захожу. Да. Я захожу. Я перейду, нет. Габар, я в воду тоже не совсем верно. Я вхожу. Да, Мухаммед, правильно. Я захожу или я вхожу. Спанки, да, все верно. Я зайду. Это уже не настоящее время. Зайду — это будущее время. Да? Мы сейчас говорим про настоящее время. Я сейчас вхожу в музей или я захожу в музей. В принципе, разницы нет. Разница только в том, что когда мы говорим «я захожу куда-то», это означает либо сам момент вхождения, либо мое желание зайти и потом выйти. То есть, например, мне нужно зайти в музей. То есть я говорю о том, что мне нужно зайти и выйти. Или я хочу зайти в магазин. Это означает, что я зайду, что-то куплю и выйду. Или я хочу зайти в банк. Это означает, что я хочу зайти, что-то сделать в банке и выйти. Да? Окей, я вхожу в музей.
Дальше. Мы зашли с вами в музей. Что я делаю дальше? Мне нужно... Так. Следующее. Я... Так, да, я захожу в музей, пишут. Да, Мухаммед пишет, выхожу. Да, я выхожу. Все правильно. Я выхожу из музея. Я выхожу из музея. Да. Окей, двигаемся дальше. Так, двигаюсь я. Я двигаюсь дальше. Я иду дальше. Я иду к арке. Вы видите на экране арка. Я подошел к арке, я вижу арку. Что мне нужно сделать? Я хочу что сделать? Это будет сложнее. Я хочу... Так, Габар, я прохожу через арку. Да, это хороший вариант. Я прохожу через арку. Да, можно так сказать. Перехожу, нет, здесь мы не используем перехожу. Здесь мы используем именно прохожу. Да? Я прохожу через арку или я прохожу под аркой. Да? Ну, это зависит от перспективы, да, то есть через или под аркой. Можно использовать оба варианта. Я прохожу под аркой, я прохожу через арку. В принципе, нормально. Что означает проходить, да, про, вот эта приставка, я прохожу. Про всегда означает, что есть какая-то дистанция. Есть какая-то дистанция, и что я эту дистанцию преодолеваю. Так, по-моему... Так. Сейчас, секундочку. Кажется, какие-то возникли небольшие проблемы. Секунду. Пожалуйста, напишите, видно меня сейчас или не видно. А то я вижу, что тут есть какие-то небольшие проблемы. Сейчас, друзья, одну секунду. Ага, видно. Хорошо. Тогда возвращаемся. Значит, я прохожу под аркой. Я прохожу через арку. Идем дальше. Дальше идет дорога, и она идет через реку. Но здесь есть мост. Мост. Значит, мне что-то нужно сделать. Что мне нужно сделать? Что я хочу сделать? Пожалуйста, напишите. Мост. Так. Я перехожу мост, говорит Мухаммед. И Мухаммед в первый раз ошибается. Ту-ду-дум. Я прохожу через мост. Угу. Я прохожу через мост. Кто-то пишет перехожу. Так. Да, в этом случае мы говорим я перехожу через мост. Вернее, я перехожу через реку, я перехожу реку. Да? Ну, у нас дальше будет река, а здесь мы говорим про мост. Значит, я перехожу реку по мосту. Да? Вот это то, как мы говорим. Я перехожу реку. Я перехожу через реку по мосту. Да? Я перехожу через мост. Тоже так вполне можно сказать. Я перехожу через мост.
Окей, я перехожу через мост и иду дальше. Дальше я вижу карусель. Карусель. Так, здесь интересно, потому что мне нужно сделать вот такое движение. Что мне нужно сделать? Что мне нужно сделать? Я сделаю карусель побольше, чтобы вам было видно. Вот, большая карусель. Да, я обхожу карусель. Все правильно, обхожу, да. Мне нужно обойти карусель. И что я делаю? Я обхожу карусель. Да? Я обхожу карусель. Окей. Я обхожу карусель. И дальше идет шоссе. Я вижу шоссе. Что я делаю по шоссе? Что я делаю по шоссе? Читаю ваши комментарии. Так. Иду. Да. Гуляю. Ну, гуляю по шоссе. Если ты гуляешь по шоссе, то есть шанс, что машина тебя собьет. Поэтому лучше сказать «я иду по шоссе». Да? Причем заметьте, что мы здесь не говорим «я перехожу шоссе». Это не совсем верно. Потому что мы сейчас идем, шоссе идет так, и мы идем по шоссе. Переходить шоссе означает переходить перпендикулярно. Да, вот так вот, переходить дорогу или переходить шоссе. Мы здесь сейчас именно идем по шоссе, я иду по шоссе. Окей, но вот здесь вот, в этот момент я схожу с шоссе, да, я схожу с шоссе. То есть я шел по шоссе, и я схожу с шоссе на обочину. Видите, здесь идет шоссе, а рядом с шоссе есть пространство. Мы называем такое место обочина. 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 Это место рядом с дорогой, место рядом с шоссе. Теперь я иду по обочине. Окей, я дошел до реки. Я дошел до реки. Что мне нужно сделать? Что мне нужно сделать? Да, друзья, я прошу прощения, если видео останавливается. Видимо, интернет здесь не очень хорошо работает. Я постараюсь, чтобы в следующий раз таких проблем не было. Хорошо? Но сейчас иногда видео может останавливаться или прерываться. Да, отлично. Фос, Мухаммед, все правильно. Мне нужно перейти реку. Мне нужно перейти реку. Значит, я перехожу реку. Да, я перехожу реку. Но есть два различия. Посмотрите, пожалуйста, мост и посмотрите реку. Где река, вот здесь, в этом случае, я перехожу реку. То есть я прям иду по воде. Да, я иду по воде. Поэтому мы говорим «я перехожу реку». Но если мы посмотрим на мост, то здесь на самом деле, можно сказать «я перехожу реку по мосту», но
правильнее будет сказать «я перехожу через реку», потому что я иду не по реке, а я иду сверху. Поэтому я перехожу через реку по мосту. Да? Я перехожу реку по мосту или я перехожу реку. Я перехожу реку. Хорошо. Двигаемся дальше. Значит, я перешел реку. И теперь я вижу дерево. Это дерево называется ель или елка. Да? Елка. Что мне нужно сделать теперь? Это вообще тут сейчас будет дискуссионный момент. Как вы думаете, что мне нужно сделать вот здесь, где ель? Что мне нужно сделать? Так, Мухаммад спрашивает, пересекать можно сказать? Мне нужно пересечь реку. Ну, можно так сказать, да, мне нужно пересечь реку, но это такой более, не знаю, туристический термин «пересечь». Или если, ну, или военный термин, да, там армия пересекает реку. Такой чуть более формальный. Обычно мы скажем «я перехожу реку». Но пересечь, пересекать тоже можно сказать, без проблем. Так, значит, варианты. «Я прохожу мимо ели», говорит Чет. «Я прохожу мимо ели». Да, это первый вариант. «Я прохожу мимо ели». Правильно, абсолютно. И Шон пишет, мне нужно обойти ель. Да, я обхожу ель. Здесь мы можем сказать и то, и другое. Потому что, ну, здесь на картинке выглядит так, как будто я обхожу, да, ель. Но, в принципе, я прохожу мимо ели, тоже здесь можно сказать. Дальше, после ели мы видим дом лесника. Дом лесника. Что мы здесь делаем? Здесь уже, ну, почти нет дискуссий. Здесь, наверное, один вариант будет правильным. Что мне нужно сделать с домом лесника? Мне нужно обойти дом лесника? Нет. Что мне нужно сделать? Да, Спэнки говорит, там дуга не такая большая, чтобы обходить. Я согласен. Я прихожу ель. Можно? Ну, нет. Я прихожу, это означает, я прибыл куда-то. Это другое. И можно сказать, я прохожу. Я прохожу ель. Да, это вполне корректный вариант. Я прохожу ель. Или я прохожу мимо ели. Да, все правильно. Так, ну что ж, что у нас с домом лесника? Есть варианты про дом лесника? Да, я вижу, друзья, вы пишете, что есть небольшие проблемы с видео, но прошу прощения, в следующий раз я надеюсь, что это будет работать лучше, что стрим будет работать лучше. Да, Спанки, я согласен насчет дома лесника. Так, ну хорошо, да, значит, с домом лесника мы делаем то же самое, что и с елью. Нам нужно пройти дом лесника. Мне нужно пройти дом лесника, я прохожу дом лесника. Да, проходить, то есть как бы passing by. Да, я прохожу мимо дома лесника или я прохожу дом лесника. То есть я не захожу, не обхожу дом, а я иду рядом. Да? Вот в этом случае мы говорим «я прохожу дом лесника».
Я подхожу к дому лесника. Можно сказать, да, если мы здесь останавливаемся. Если вот в этой точке, где у меня сейчас курсор, где у меня курсор, если я там останавливаюсь, то я подошел к дому лесника. Но если я иду дальше, дом здесь, а я прохожу, то тут уже только прохожу. Так, окей. Давайте возьмем еще один маршрут. Я думаю, что это будет маршрут номер 2. Маршрут номер 2. Вот он здесь. Он немного длиннее, чем маршрут номер 1. Так, я надеюсь, что вам вот так будет видно. Почти весь маршрут. Давайте даже сделаем... О, отлично. Весь маршрут виден. Итак, маршрут номер 2. Нам нужно дойти до гор. Маршрут этот длинный. Давайте начнем. Где мы начинаем наш маршрут? Скажите, пожалуйста, где мы начинаем наш маршрут? Так, Чет пишет, я прохожу через лес. Угу. Да, Мария пишет, с леса. Да, мы начинаем с леса. Мы начинаем в лесу, и мы идем в горы. Окей, первое, что мы делаем, вот эта вот часть. Что это такое? Вот эта часть, только вот эта часть. Самая первая. Первые 3 стрелки. Первые 3 стрелки. Что я делаю? Что я делаю? Варианты. Я прохожу по лесу. Угу. Хороший вариант. Я прохожу... прохожу по лесу, в принципе, нормально. Но есть есть вариант получше. Но я прохожу по лесу тоже вполне хорошо. Так, Элизабет пишет, ходить по лесу. Да, вхожу в лес, Джек пишет. Ну да, я вхожу в лес, но здесь другая идея. Здесь идея в том, что я прохожу через лес. Есть что-то, и я прохожу через, то есть как бы насквозь. Да? Вот в этом случае мы говорим «я прохожу через лес». Итак, я иду через лес. Тоже абсолютно нормально. Я иду через лес, я прохожу через лес. Какая разница? Я иду через лес, я прохожу через лес. Разница, когда есть я прохожу, значит, есть какая-то дистанция. Я начинаю и я заканчиваю. Если я говорю «я иду через лес», значит, я не знаю начало и конец леса. Да? Я просто иду через лес, может быть, час, может быть, 5 часов, может быть, 10 часов. Я просто иду. Но если я прохожу через лес, значит, я знаю, что есть начало и есть конец у леса. Я прохожу эту дистанцию. Окей? То есть всегда про дистанцию. Приставка про. Да? Окей. Так, я прохожу через лес. Договорились. Дальше, вот здесь, на самом верху, что мы делаем? Что мы делаем вот в этом месте? В самом верху. Мы об этом уже говорили. Мария пишет, что закончилось видео. Мария, его можно просто начать заново, и все будет в порядке. Вот, можно кликнуть на кнопку «В эфире» или «Live», и снова продолжится. Так, я обойду лес. Пошли варианты. Обходим лес. Я обхожу лес. Ну, в целом, да.
Но вариант «я иду мимо леса» тоже корректный. Да. То есть мы можем сказать, что я обхожу лес, в принципе, вот так. Можем сказать, что я прохожу через лес, а потом я иду мимо леса. Да? Это все зависит от, как бы, что называется, как бы, от, от твоего отношения, да, как ты хочешь это объяснить. Можно сказать, я иду, я обхожу лес, можно сказать, я иду через лес, а потом я прохожу лес, или я иду мимо леса, или я прохожу мимо леса. Хорошо. Дальше на нашем пути находится пляж. Так, пляж. Что мы делаем здесь? Что мне нужно сделать? Что мне нужно сделать? Какие варианты здесь есть? Давайте посмотрим. Какие есть варианты? Спасибо, друзья, Want и Deals, за ваши приятные комментарии. Так, мы проходим через пляж, пишет Шон. Шон, да, мы проходим через пляж, я прохожу через пляж. Я прохожу мимо пляжа. Ну, если бы пляж был только вот здесь, то мы могли бы сказать, я прохожу мимо пляжа, если пляж только с одной стороны. Я иду, а пляж здесь. Но если пляж и здесь, а я внутри пляжа, то, скорее всего, мы скажем, я прохожу через пляж. Или я иду через пляж. Да? Я иду через пляж, я прохожу через пляж. Можно сказать, я иду по пляжу. Если мы хотим сделать акцент на самом пляже, что мы идем по пляжу, мы можем сказать, я иду по пляжу. То есть, опять же, зависит от точки зрения. По пляжу или через пляж. Это точка зрения. Вот Бинти как раз спрашивает, почему используем через. Ну, потому что мы идем как бы насквозь. Пляж справа, пляж слева, и мы идем. Поэтому мы идем через пляж. Ну, можно сказать, мы идем по пляжу также. То есть, опять же, здесь зависит от точки зрения. Да? Оба варианта корректны. Так, дальше, да, следующий вариант. Значит, мы подошли к краю озера. Вот это край, это озеро. Соответственно, нам нужно как-то перебраться через озеро. Да? Ну, наверное, мы уже здесь не скажем перейти через озеро, потому что мы не будем идти, да, мы не сможем просто идти как бы по воде, да. Мы можем перейти реку, потому что река небольшая. Если река не глубокая, то мы можем просто идти. Но озеро глубокое, мы не можем его перейти. Какие у нас варианты? Что мы можем сделать? Что я могу сделать? Что мне нужно сделать, чтобы добраться до гор? Какие варианты? Значит, я плаваю по озеру на лодке. Ну, я плаваю означает я туда-сюда, туда-сюда. Вот, например, этот человек плавает на лодке, да, если он делает вот так, 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 если он вот такие движения делает, то он плавает, да, помним, что плавать означает в разные стороны, плыть означает в одну сторону, поэтому нам нужен глагол плыть, нам нужно в одну сторону, но нужна приставка. Так.
Я переплаваю. Нет, я переплываю через озеро. Да? Мне нужно переплыть. Потому что переплавать, ну, такого даже нет глагола. Потому что такого нет глагола. Есть глагол переплыть. То есть с одного берега на другой берег. Переплыть. Так же, как и перейти. Да? Или переехать. Но в данном случае нам нужно именно переплыть. Потому что по воде. Хорошо. Вопрос такой. Значит, я переплываю озеро. Да? На чем я могу переплыть озеро? Да? На чем я могу переплыть озеро? Какие есть варианты? Весна пишет кататься на лодке. Да, кататься на лодке или плавать на лодке одно и то же. Кататься будет означать для удовольствия. Да, я катаюсь на лодке, то есть я наслаждаюсь, я отдыхаю. Так. Переплыть лодку. Переплыть лодку, ну, нужно переплыть озеро. Да, но на чем или с помощью чего мы можем или я могу переплыть озеро? Вопрос. Так, жду ваших вариантов, друзья. На чем можно переплыть? Я использую лодку, чтобы переплыть озеро, говорит Марк. И Марк получает приз. Молодец, Марк. Молодец. Да, то есть переплыть на лодке. Правильно, мы переплывем на лодке. Или нам нужно переплыть озеро на лодке. Или мы можем переплыть озеро на лодке. Хорошо. Можно переплыть озеро без лодки. Если ты умеешь плавать вот так, да, то ты можешь сам переплыть это озеро. Вот. Я не знаю, смог... Ну, наверное, я бы смог переплыть такое озеро, но было бы тяжело. Хорошо. Так. Давайте тогда дальше. Я переплываю озеро, и я оказываюсь на другой стороне озера. Теперь я здесь. Что я делаю? Здесь находится завод. Да, вот завод. Что мне нужно сделать, чтобы продолжить путь? Чтобы продолжить маршрут? Что мне нужно сделать? Давайте. Ваши варианты. Может, на озере есть яхт-клуб, и мы на яхте переплывем. Отличный вариант. Никогда не плавал на яхте. Так, я жду ваших вариантов. Ага, мне нужно обойти завод. Угу. Шон говорит. Ну, в целом, да. Можно сказать, мне нужно обойти, потому что есть вот такая буква «Г», да, что так, а потом так. В принципе, если есть две стороны, то мы можем сказать «обойти». Да, в целом можно так сказать. Или, правильно говорят другие люди, что мне нужно пройти мимо завода. Да, мне нужно пройти мимо завода. Или мне нужно пройти завод. Пройти завод. Ну, в принципе, так тоже можно сказать. Но идеальный вариант — я прохожу мимо завода. Но я прохожу завод, тоже окей. Так, Элизабет пишет пройтись по заводу. Ну, можно пройтись по заводу, но для этого нужно сначала войти туда и потом выйти.
но у нас здесь на картинке мы идем рядом с заводом, да, я иду рядом с заводом, я прохожу завод, я прохожу мимо завода. Окей. Итак, хорошо. Дальше здесь есть интересный момент, потому что дальше, вот здесь, у нас получается такой крюк небольшой. Да? Мы... Так, Макс. Смотрите, я прохожу мимо завода, и я хочу искупаться. Я хочу искупаться в реке. Да? Искупаться в реке. Что для этого я делаю? Здесь есть пляж. Что я делаю? Пожалуйста, ваши варианты. Что мне нужно сделать здесь? Что я делаю вот здесь? Какие у вас есть варианты? Завод секретный, и на территорию завода нас не пустят. Очень может быть. Так. Мария предлагает пойти к дому лесника, чтобы спрашивать дорогу. Ну, это неплохой вариант. Главное, чтобы лесник оказался добрым лесником. Потому что лесники есть разные. Так, я захожу в пляж. Почти. Так как пляж — это open space, да, открытое пространство, то мы заходим на пляж. Я захожу на пляж. Да? Я захожу на пляж. Да, все вполне хорошо. Другой вариант от Шона. Я зайду на берег. Ну, только зайду. Будущее время, значит, я захожу на берег. Настоящее время. Я захожу на берег. Марк пишет, я иду к пляжу. Тоже вариант, да, вот в этом моменте. Я иду к пляжу. Потом я иду обратно. Да? Я возвращаюсь. Вот, отличный вариант. Ю Чинг. Она говорит, я захожу на пляж. Да, я захожу на пляж. Очень хорошо. Я захожу, значит, у меня есть интенция или намерение потом выйти. То есть я захожу на пляж. То есть мы можем сказать так. Я шел мимо завода, зашел на пляж, искупался, да, и пошел дальше. В настоящем времени я иду мимо завода, я захожу на пляж, я купаюсь, и я иду дальше. Такая вот у нас история. Хорошо, давайте дальше. Я чуть-чуть нашу картинку сдвину. Дальше мы видим строительство. Ну, обычно мы говорим стройка. Идет стройка. Да? Идет стройка, строится дом. Идет стройка. Значит, давайте я напишу. Нет, наверное, я не напишу. Стройка. Да, стройка. Что мы делаем со стройкой? Что нам нужно сделать? Что мне нужно сделать дальше? Так, Мирка пишет, и там я буду шпионить на секретном заводе. Ну, вариант. Так. Да, я прохожу мимо стройки. Все верно. Да, я прохожу мимо стройки. Чет пишет, я поворачиваю налево, потом направо. Налево, потом направо. Это про какой момент, Чет? Так, есть еще одна вещь, в которой я не совсем понимаю, как сказать I'm walking down the beach. Джейкоб или Якоб, я... В русском языке, наверное, нет такой концепции, как walking down the street или walking down the beach.
да, сложно сказать, что здесь. Наверное, нет такой фразы, которая была бы идентична walking down что-то. Но мы можем просто сказать я иду по пляжу. Наверное, это будет самый конкретный пример. Если ты, Джейкоб, объяснишь, какой именно контекст, да, ты имеешь в виду, я могу попробовать как-то... Ага, или along the beach. Ну, я иду по пляжу. Это будет, наверное, самое лучшее. Я иду по пляжу. Да? Я иду по пляжу, я вижу людей, я вижу озеро, я иду по пляжу. Да? Или я иду через пляж. Так, хорошо. Я спускаюсь до пляжа, пишет Весна. Ну, я спускаюсь до пляжа. Это только если есть гора или холм. Если ты физически идешь вниз, ты наверху, а, например, озеро и пляж здесь, то тогда, да, я спускаюсь к пляжу. Да, я спускаюсь к озеру, я спускаюсь к пляжу. В таком случае мы скажем. Истван говорит вдоль. Да, вдоль тоже вариант. Я иду вдоль пляжа. Но тогда пляж будет с одной стороны. Ну, как правило. Да, я иду вдоль пляжа. То есть пляж здесь, с одной стороны. Я иду рядом, я иду вдоль. Потому что если пляж вокруг, то я иду вдоль пляжа, но это будет звучать странно. Потому что вдоль означает параллельно. Я иду параллельно пляжу. Я иду вдоль пляжа. Окей. Так, ну что, давайте дальше. Значит, дальше мы проходим стройку. Мы проходим мимо стройки, и вот здесь, вот эта часть маршрута, что нам нужно сделать здесь? Это финальная часть нашего маршрута. Что нам нужно сделать здесь? Ваши предложения, дамы и господа. Ваши предложения. Что нам нужно сделать на финальной части нашего маршрута? Спанки пишет: бессистемное расслабленное движение без цели. Я брожу по пляжу. Ну да. Так, Чет пишет: я поворачиваю направо и я пройду через туннель. Угу, туннель. Да, я даже не подумал насчет слова туннель здесь, но в принципе, да, вариант. Я пройду через туннель, да. Или, ну да, я пройду через туннель. Хорошо. Я подойду ближе к реке, и ну тогда нужно говорить опять, проползу под мостом, Мирка. Я проползу под мостом. Да? Опять же, потому что у нас есть мост или как бы туннель, и это дистанция. Есть начало моста, вот здесь начало моста, здесь конец моста. Поэтому мы будем говорить про. Я проползу, настоящее время, я проползаю под мостом. Или я прохожу под мостом. Я прохожу через туннель. Или я проползаю через туннель. Да? Опять же, потому что есть начало и есть конец, и есть дистанция. Всегда будет про. Хорошо. О, Истван, спасибо тебе за поддержку канала. Очень приятно. Лайк тебе. Так, дальше. Мне нужно пройти под мостом, верно. Мы идем под мостом, тоже хорошо. Я иду под мостом, отлично. Мы должны переплывать. Нет, мы здесь не переплываем, если мы говорим про мост. Мы здесь проходим под мостом.
Так, дальше. Марк пишет, к сожалению, интернет не работает. Марк, ну да, сегодня какой-то технический коллапс. Так, дальше. Если мост низкий, через него можно только проползти или пройти в приседе. Присед, да, хорошее слово. Но это такой, наверное, сленг, я так подозреваю. Так, окей, друзья, значит, мы завершили, в принципе, этот маршрут. Очень хорошо, здорово. Я думаю, что, наверное, сейчас у нас будет небольшая секция вопросов и ответов, и на этом на сегодня мы с вами закончим. Я надеюсь, что в следующий раз интернет будет работать чуть лучше. Я попробую сделать что-то с этим, чтобы стрим не прерывался. Да? Поэтому прошу прощения. В следующий раз сделаем, чтобы все было лучше. Хорошо. Давайте теперь я готов ответить на ваши вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите. Не обязательно про глаголы движения. Можете, в принципе, задавать любые вопросы. Я на них отвечу. Так, Джейкоб пишет, можно использовать про, чтобы сказать go under. Ну, в принципе, можно, просто что именно? Нужен весь контекст. Потому что просто go under сложно как-то интерпретировать. Так, Бинти пишут спасибо. Марк пишет спасибо большое. Пожалуйста, друзья, пожалуйста. Если вам понравилось, то можете поставить лайк этому видео. Это будет очень классно. Да, Джейкоб, go under the bridge. Это как раз будет пройти под мостом. Да, пройти под мостом. Угу. Да, глаголы движения очень трудные, я согласен, и здесь только практика. К сожалению, только практика. Другого варианта, к сожалению, нет. Нужна только практика, поэтому мы и делаем такие стримы с вами. Так, значит, Спанки пишет, Макс, ты взял байдарку на Балканы? Нет, к сожалению, не взял, потому что она большая и тяжелая. Я думаю, что я не буду ее сюда привозить. Шон, пожалуйста. Так, what is the prefix «за»? Спрашивает Элизабет. Элизабет, префикс «за», у него есть очень много значений. Нет одного, нет какого-то одного значения. В разных ситуациях «за» может означать разные вещи. Но если мы говорим про глаголы движения, то «за», «зайти», например, или «заехать» может означать либо войти, то есть въехать, да, то есть, например, зайти в дом или въехать в гараж, да, можно сказать зайти в дом, заехать в гараж. Но «за» часто подразумевает, что ты зайдешь, а потом выйдешь. Как я уже говорил до этого в стриме, я хочу зайти в магазин. То есть я войду, куплю что-то и выйду. Вот, такая вот идея. Так. Не вижу, друзья, видно ли меня сейчас. Надеюсь, что видно. Сегодня немножко проблематично у нас со связью, поэтому я пока, к сожалению, не могу понять, видно или не видно этот стрим. Видите ли вы или не видите меня? Пожалуйста, напишите, видно сейчас меня или не видно, видите вы меня или не видите.
Так, а я пока отвечу на ваши вопросы, потому что кажется, что вы меня слышите. Так, да, прерывание происходит. Эх. Хорошо, давайте я попытаюсь ответить на ваши вопросы, и в следующий раз увидимся с вами, друзья. Guitar Diary пишет, я практиковал 7 лет и до сих пор не выучил. Это нормально. Это нормально. Вопрос в том, а нужно ли тебе знать их идеально? Какова твоя цель? Да? Потому что, я не вижу ничего страшного в том, что ты не можешь использовать все глаголы движения правильно. Ну и что? Если твоя цель коммуникация, может быть, и не нужно. Так. Окей, дальше. Франческа пишет. Почему выражение уж лучше вы к нам смешно для вас? Я сейчас потихоньку стараюсь смотреть «Бриллиантовая рука» и перевожу слова, которые не знаю. Уж лучше вы к нам означает, что мне здесь не нравится. Поэтому лучше вы приезжайте ко мне. Например, я приехал в другую страну и говорю, ой, нет, уж лучше вы к нам. Это значит, типа, у вас плохо, а у нас лучше. Приезжайте вы к нам. Такая идея. Ух, как сегодня плохо работает связь, друзья. Приношу свои извинения. Так, вопросы. Спасибо, друзья, вижу ваши слова благодарности. Так, какая разница между проехал и приехал? Ну, проехал означает как бы passed by, да, я проехал что-то. Я проехал город. Я ехал и я проехал. Я не останавливался в городе. А я приехал означает I came. То есть я добрался до города. Я ехал и я приехал в город. Это город, а это я. Да? Я приехал в город или я проехал. Я проехал город. BC, спасибо большое за поддержку канала. Спасибо огромное. Если было полезно, я очень рад. К сожалению, проблемы технические сегодня мне очень мешают, друзья. Так, ладно, давайте тогда будем завершать. Последние вопросы. Когда можно использовать «сходить»? Сходить можно использовать, когда ты, например, идешь где-то, ты идешь по дороге, и ты сходишь с дороги. Или хороший пример — поезд. Поезд едет по рельсам, да? И если поезд значит, сходит с рельс, то вот в этом случае мы скажем поезд сошел с рельс. Да? То есть поезд шел по рельсам и сошел.